Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Итак, сегодня у нас вторая рука нашей клиентки, на которой мы будем делать коррекцию верхними формами. Очень много людей проголосовало за то, что такой ролик вам необходим, поэтому я его для вас, конечно же, сняла. Итак, у нас ручки перед коррекцией осложнены чем? Тем, что мы в прошлый раз на большом пальце не высушили гель-лак. На самом деле большие пальцы и непросушенный гель-лак – это довольно-таки частое явление, потому что клиенты не хотят запихивать свой большой палец в лампу таким образом, чтобы он там весь находился. Они почему-то его прислоняют буквально-таки сбоку, и от этого гель-лак плохо просыхает. Либо, как в моем случае, не выдерживается время полимеризации. Поскольку я делаю часто две разных руки, на большой палец у нас с клиенткой уже никогда не остается нервов, поэтому мы его часто не досушиваем. Это небольшая такая проблема. На самом деле недосушенный гель-лак вылазит либо перед самой коррекцией, либо уже непосредственно на коррекции, когда он начинает наматываться на фрезу. В любом случае, если вдруг клиент обращается ко мне с такой проблемой, то я прекрасно понимаю, что в первую очередь это мой косяк. Поэтому, девочки-мастерицы, внимательно следите за тем, как клиент держит большой пальчик в лампе, чтобы у вас таких проблем не было. Мы же тем временем подготавливаем наши ноготочки. Как вы обратили внимание, мы сменили форму ногтей в этот раз. До этого у нас были квадратики, мы решили сделать миндали. Точно так же, как и всегда, мы отодвинули кутикулу, при помощи фрезера зачистили птеригий, нанесли праймер, базовый гель, в общем, сделали все подготовительные этапы. В работе с верхними формами как никогда важен этап базового геля. Потому что пока вы будете возиться с наполнением форм, пока вы будете их подбирать, пока вы будете заниматься всей подготовительной работой, клиентка, конечно же, может замацкать все ногти, которые вы перед этим подготовили. Ну и вы, когда будете прислонять формы, что-то с ними делать, тоже можете слегка залапать поверхность. Для того, чтобы этого не случилось, мы нанесли базовый гель. Базовый гель можно лапать сколько угодно, ничего ему от этого не будет. Итак, мы подобрали размеры верхних форм относительно наших ноготков. Внимательно проследили за тем, чтобы верхние формы у нас везде хорошенечко перекрывали боковые вросты наших ногтей. Далее самое сложное – это расположить форму на нашем ногте таким образом, чтобы материал не полез со всех сторон, не полез со всех щелей, красивенько лег по форме нашего будущего ноготочка, и его не оказалось больше, чем положено. Вот здесь вот у меня еще пока большая проблема. Я не могу подобрать материал таким образом, чтобы он четко и ровно ложился в форму ноготка. Мне его всегда получается много. А с какими проблемами вы в основном сталкиваетесь при моделировании верхними формами? Напишите, пожалуйста, в комментариях. На средних двух пальчиках мы решили сделать аквариумный дизайн, то есть напихать чего-нибудь блестящего в нашу верхнюю форму. Что мы для этого сделали? Изначально прозрачно-розовым материалом мы наполнили нашу форму в очень тоненький слой. В данном случае, чем тоньше слой, тем красивее все это получится. Далее, при помощи белого и камуфлирующего акрилатика делаем разводы под нашим аквариумом. На самом деле этого можно было не делать, потому что под блестками практически не видно, как оказалось впоследствии, не видно этих разводов, но тем не менее какую-то прелесть всему происходящему они все равно добавили. Как вы видите, я ничего между слоями не просушивала, то есть кое-где кто-то предлагает вот этот вот прозрачный материал с блестками подсушить немножечко в лампе, чтобы он никуда не двигался. Это опять же добавляет времени выполнения вашей процедуре.
Но когда вы прислоняете форму к пальчику, действительно блестки никуда не разбегаются. Это очень важно, если вы хотите сделать блестки зафиксированные какие-то в одном месте, чтобы у вас из блесток составлялся какой-то узор. В данном случае у меня блестки будут основой под дальнейший мой дизайн, поэтому в данном случае я не вижу смысла тратить время на то, чтобы прихватывать их в форме. Ну а теперь, как бы там ни было, опил. Как бы там кто ни говорил, что верхние формы опиливать не нужно, нужно. Нужно опиливать по бокам, нужно опиливать по свободному краю, возле кутикулы тоже опиливать нужно и, конечно же, больше всего нужно пилить со стороны внутренней арки. Итак, опиливаем наши ноготочки. Как вы видели, на мизинчике я плохо прислонила форму со стороны кутикулы, у меня там материал опилился довольно-таки сильно. Но это не страшно, подровнять потом можно было либо при помощи базового покрытия, либо, как я здесь, буду подравнивать при помощи финиша. Так наносим цвета, которые мы будем использовать в качестве цветного покрытия. На одной ручке у нас черный оттенок, а на второй ручке глубокий фиолетовый. Он у вас на камере тоже смотрится, как будто он черный, но на самом деле он очень-очень темно-сиренево-фиолетовый оттенок. Очень красивый вкусный цвет, но камера, к сожалению, его съела и не передала совершенно. На центральных пальчиках будем рисовать цветы. Как я и говорила, блесточки, которые мы заложили, это всего лишь фон для нашей прорисовки. В качестве прорисовки, в качестве композиционных направляющих я решила использовать вот такие вот сиренево-фиолетовые линии, которые разрезают поверхность моего ногтя и задают направление движению моего будущего дизайна. В данном случае с этими линиями можно сильно не заморачиваться. Здесь нам не нужны какие-то слишком тонкие линии, нам нужны довольно-таки плотные, основательные, с большими уплотнениями в выбранных местах полоски, на которых потом будут симпатично смотреться цветочки. Для того, чтобы еще больше разделить на слои свой дизайн, я перекрываю его финишным покрытием. Финиш использую матовый, потому что матовый финиш разделяет, разрезает дизайн на уровне. Из-за того, что вот частички матового топа довольно-таки объемные, будет прям видно, как цветочек парит над поверхностью моих прорисовок. Ну а теперь цветочек. Цветочки у нас в данном случае безумно простые, очень легкие, очень быстрые в мазковой технике. Рисуем их практически в одно движение кисточки. Сразу же получаем перетекание светотеневых моментов. В общем, все безумно просто. Очень быстрая техника, одна из моих самых любимых. Мои ученики тоже ее безумно любят, потому что действительно цветочки создаются в одно движение кисточки. Если вы еще не умеете рисовать в этой технике, милости прошу на онлайн-курс жестовской росписи. Точно так же в одно движение кисточки подрисовываем листики к нашим цветочкам. Листики тоже у нас получаются сразу же с игрой цвета. И единственное, что нам останется для того, чтобы закончить этот дизайн, это расставить серединки нашим цветочкам и сделать буквально небольшую капельно-точечную прорисовочку. То есть буквально-таки подчеркнуть грани наших лепесточков, возможно, где-то немного дотянуть их до серединки. И на этом все, дизайн полностью готов. В качестве серединок устанавливаем золотые блестки. Как никогда круто они будут здесь смотреться и очень хорошо будут перекликаться с блестками на фоне нашего дизайна. И, как я говорила, буквально капельно-точечно-линеечная прорисовочка, совсем немного, не надо обводить цветочек по кругу, не надо делать из него разукрашку. Буквально бликами, акцентами прорисовываем, получаем очень живой, красивый, яркий, нарядный дизайн ногтей.
Добавляем парочку линеечек, полосочек, и дизайн готов полностью. Линеечки, полосочки добавляют ему дополнительную воздушность и ажурность. А для того, чтобы наш дизайн засиял, конечно же, не забываем перекрыть его финишным покрытием. Очень многие из вас просили у меня ногти в профиль, здесь я для вас их сняла. Вот такие вот ноготочки у нас получились, безумная красота, очень здоровские. Клиентка до сих пор ходит на них, нарадоваться, насмотреться не может. Завтра мы уже с ней записались на коррекцию. Правда, завтра это с момента озвучки, но тем не менее, кто подписан на меня в Инстаграме, скорее всего, эти ногти на коррекции уже видели. Если же вы не подписаны на меня в Инстаграме, посмотрите в описании ссылочку, подпишитесь и следите, там появляются многие мои работы намного раньше, в основном публикую их в сторис. Я же на сегодня с вами прощаюсь, спасибо вам за внимание, всем до новых встреч, пока!